Внемли мне, дитя мое. Я говорю с тобой сейчас как Бог, который сформировал твою судьбу до основания земли, Бог, который наделил твое сердце заветом любви и цели, Бог, который видел каждую безмолвную слезу и посчитал каждый миг боли, о котором, как ты думал, никто не знал. Мне нужно, чтобы ты услышал меня со всей своей верой, потому что то, что я собираюсь открыть, имеет божественную важность. Это послание не случайно, оно не беспорядочно, это не просто очередное видео, на которое ты наткнулся. Этот момент – сверхъестественное вмешательство, безошибочный знак, святое прерывание того самого пути, который вел тебя к погибели. И прежде чем ты сделаешь еще один шаг навстречу буре, которая пыталась поглотить твой дух, мне нужно, чтобы ты понял, это мой последний призыв, прежде чем дверь закроется навсегда. Оставайся со мной до конца, ибо в этом послании скрыта тайна, которая содержит ключ к твоему чуду, твоему богатству, твоему исцелению и твоему преображению. Ты почувствовал это, не так ли? Давление сжимает твою жизнь, как веревка, натянутая невидимыми руками. Финансовая засуха, эмоциональное истощение, духовная пустота, шепчущая о поражении. Ты думал, что это просто стресс, просто неудача, просто еще один плохой сезон, который нужно пережить. Но то, с чем ты сталкиваешься, глубже этого. То, что окружает тебя, это не просто нищета в деньгах, но нищета надежды. Не просто болезнь тела, но болезнь веры. Враг пытался по капле истощить твою веру, пока твое сердце не оцепенеет, пока ты не забудешь обетования, которые я произнес над твоим наследием. Я наблюдал, как ты стоишь посреди бури, вини себя за бремя, которое никогда не должно было сломить тебя. Но услышь меня ясно, враг сражается с тобой, потому что с твоим именем связан божественный урожай, и он боится того момента, когда ты его обнаружишь. Прямо сейчас, в эту самую секунду, я открываю тебе тайну, которая следовала за твоей жизнью с самого детства, скрытую нить, вплетенную в каждый момент потери и каждый момент благодати. Ты смотришь это не по совпадению, ты смотришь, потому что моя сверхъестественная рука привела тебя сюда. И я должен сказать тебе нечто, что потрясет тебя до глубины души. Если ты отвлечешься, если перестанешь слушать, и если преждевременно уйдешь от этого откровения, ты рискуешь захлопнуть ту самую дверь, которую я открыл, чтобы спасти тебя. Но если ты останешься, если продержишься до последнего слова, ты получишь ключ, который откроет благословение, которое я приготовил, богатство, которое удерживалось, чудо, которое кружило вокруг твоей жизни, ожидая твоего послушания, чтобы воплотить его в реальность. Дитя мое, я говорю с тобой не как далекий голос. Я говорю как Бог, который стоял рядом с тобой в каждую безмолвную ночь, наблюдая, как ты плачешь, как дрожишь, как умоляешь об ответах, которые, казалось, никогда не придут. Ты много раз спрашивал меня, почему ты позволил мне упасть? Почему ты позволил мне потерять все? Почему ты позволил этой буре войти в мою жизнь? И теперь, впервые, я отвечу тебе. Но пока нет. Не до тех пор, пока твой дух не будет готов. Вот почему ты должен слушать до конца. Потому что то, что я собираюсь открыть, это поворотный момент, момент, когда заканчивается путь разрушения и начинается путь изобилия. Ты в шаге от божественного перелома, но прежде чем я его совершу, ты должен услышать истину, которая ждала тебя все это время. Оставайся со мной. Следующие слова разоблачат истинную причину того, почему все рушилось вокруг тебя. И как только ты это услышишь, ничто в твоей жизни уже не останется прежним. Дитя мое, теперь, когда ты вступил в этот божественный момент со мной, мне нужно, чтобы ты глубоко вдохнул и подготовил свой дух. То, что я собираюсь раскрыть, призвано не обескуражить тебя, но осветить поле битвы, по которому ты шел, не понимая масштаба войны вокруг тебя.
Многие из бурь, потерь, предательств, задержек и разочарований, с которыми ты столкнулся, не были случайными явлениями. Это были духовные атаки, направленные на то, чтобы истощить твою веру и задушить обетование, которое я вложил в твое сердце задолго до того, как ты понял, что на самом деле означает судьба. Ты нес бремена, которые никогда не должны были быть твоими, сражался в битвах, начавшихся еще до твоего рождения, и чувствовал себя ответственным за разрушение, которое было послано, чтобы убить твою надежду. Но сегодня я открываю истину, чтобы ты мог наконец вернуть то, что принадлежит твоему наследию. Существует нищета глубже, чем нехватка денег. Существует страдание мрачнее, чем пустой кошелек или неоплаченный счет. Настоящая нищета – это когда сердце рушится под тяжестью отчаяния. Когда дух оцепенивает. Когда враг шепчет, что твоя молитва не имеет значения, что твое семя веры слишком мало, что твое будущее уже потеряно. Это та нищета, которая следовала за тобой, как невидимая тень. Не нищета твоего банковского счета, но нищета надежды внутри твоей души. И я наблюдал, как ты пытался держаться, скрывая свои страхи за усталой улыбкой, делая вид, что все под контролем, в то время как тяжесть на твоих плечах становилась невыносимой. Ты пытался оставаться сильным, даже когда твои мысли топили тебя. Ты пытался обеспечивать, даже когда твои ресурсы истощались. Ты пытался продолжать верить, даже когда твое сердце чувствовало пустоту. Но каждый раз, когда ты пытался подняться, нечто невидимое толкало тебя обратно вниз. И ты задавался вопросом, почему это постоянно происходит со мной? Почему я делаю один шаг вперед, чтобы упасть на два назад? Истина в том, дитя мое, что ты находился под сверхъестественной атакой, потому что враг знает величие завета, который я заключил с тобой. Он знает масштаб благословения, которое связано с твоим именем. Он знает дверь, которую я готовлюсь открыть. Он знает чудо, которое приближается. И поскольку он не может коснуться моего плана, он пытается коснуться твоей веры в этот план. Просто посмотри на картину твоей боли. Поразмысли на мгновение. Замечал ли ты, что каждый раз, когда ты начинаешь финансово подниматься, внезапно возникает кризис? Каждый раз, когда твое сердце начинает исцеляться, кто-то снова ранит тебя. Каждый раз, когда ты укрепляешь свою веру, новая буря пытается сломить тебя. Это не совпадение. Это необычная жизнь. Это духовная схема, разработанная, чтобы заставить тебя сдаться. Враг боится не твоей слабости, он боится твоего пробуждения. Он боится того момента, когда ты, наконец, осознаешь, что ты избранный сосуд, божественный наследник изобилия, богатства и сверхъестественного преображения. Вот почему тебе кажется, что все рушится сразу. Вот почему твои ночи были полны беспокойства. Вот почему твои мысли были неспокойны. Вот почему твое сердце было тяжело. Тебя не наказывают. Ты являешься мишенью. Потому что враг видит урожай благословения, который приближается к тебе даже раньше, чем увидишь его ты сам. Но услышь меня ясно, это видео спасательный круг, который я протягиваю тебе. Божественное прерывание, чтобы разоблачить скрытые механизмы, работающие против твоей судьбы. И прежде чем я поведу тебя глубже в откровение, прежде чем я покажу тебе, как разорвать этот цикл страданий, я прошу тебя со всей властью и любовью поставить лайк этому видео прямо сейчас. Не для алгоритма, не для канала, но как акт согласия, как публичное заявление в духовной сфере о том, что ты принимаешь то, что я высвобождаю. Твой лайк не для тщеславия, это символический жест веры, пророческий шаг, говорящий: «Я согласен с этим заветом, и я готов к двери, которую ты откроешь». Теперь слушай, потому что то, что я открою дальше, объяснит,
почему твоя жизнь казалась бесконечной борьбой. Ты пытался изменить физические обстоятельства, не устраняя духовных цепей, привязанных к ним. Ты сражался руками, когда битва требовала твоего духа. Ты пытался решить эмоциональную боль логикой, финансовые трудности усилиями, одиночество отвлечением, но ничего не сработало, потому что корень страдания был невидим. Ты столкнулся с невидимым саботажем, безмольным сопротивлением, скрытыми ловушками. Каждый раз, когда ты пытался строить, враг пытался разрушить. И чем больше ты сопротивлялся, тем сильнее становилась война. Вот почему ты чувствовал усталость, даже когда спал. Вот почему ты чувствовал себя сломленным, даже когда видимых причин не было. Вот почему ты чувствовал смятение, даже когда молился. Потому что ты боролся с духовными силами, которые хотели украсть твое наследие богатства, благословений и чудотворящего изобилия. Но теперь, дитя мое, истина выходит на поверхность. Я разоблачаю тайную бурю, которая окружала тебя. Ты не проклят, ты оспариваешься. Ты не забыт, за тебя борются. Ты не слаб, ты являешься мишенью, потому что несешь мощную судьбу. И если ты слушаешь эти слова прямо сейчас, это значит, что ты не был уничтожен. Ты все еще стоишь. Ты все еще дышишь. Ты все еще способен к преображению. А это значит, что враг потерпел неудачу. Он многое у тебя забрал, но он не забрал твоего последнего вздоха, и пока ты дышишь, мой завет остается в силе. Но мне нужно, чтобы ты оставался до конца этого послания, потому что откровение, которое я дам следующим, это поворотный момент. Оно объяснит глубочайшую истину, стоящую за твоим страданием, скрытый ключ к твоему прорыву и сверхъестественный принцип, который обратит вспять все, что украл враг. Следующая часть откроет нечто, о чем тебе никогда не говорили, нечто, что полностью изменит твой взгляд на твою борьбу. И как только ты это услышишь, ты никогда больше не будешь интерпретировать свою боль прежним образом. Будь рядом. Откровение вот-вот усилится. Дитя мое, теперь, когда ты прошел со мной через истину о твоем страдании и стоящих за ним духовных корнях, я должен повести тебя глубже. Я должен задать тебе вопросы, которые проникнут в безмолвные уголки твоего сердца, в место, которых ты избегаешь, в место, где твои раны скрываются за громкими словами и усталыми улыбками. Не убегай от этих вопросов. Не закрывайся. Я задаю их не для того, чтобы наказать тебя, а для того, чтобы пробудить. Потому что, если истина внутри тебя не будет пробуждена, чудо, ожидающее у твоей двери, не сможет войти. Слушай внимательно, ибо я собираюсь разоблачить скрытые битвы внутри твоей души вопросами, на которые можем ответить только ты и я. Скажи мне, как долго ты притворялся, что у тебя все в порядке? Как долго ты хранил свои страхи за обязанностями, игнорируя медленный яд, ползущий по твоему сердцу? Ты говоришь другим, что ты силен, но почему ты дрожишь, когда никто не видит? Почему твоя вера трепещет в тот момент, когда поднимается буря? Почему твой дух рушится, когда нарастает давление? Ты говоришь, что доверяешь мне, но почему ты плачешь втайне, как будто я оставил тебя? Эти вопросы и не обвинения – это откровение. Они раскрывают нищету духа, которую враг культивировал внутри тебя. Дитя мое, почему ты чувствуешь себя недостойным богатства и изобилия? Кто сказал тебе, что процветание не является частью твоего наследия? Кто убедил тебя, что ты всегда должен бороться, всегда сражаться в одиночку, всегда быть тем, кто дает и никогда не получает? Кто прошептал, что твоя судьба слишком мала, слишком хрупка, слишком недостижима? Почему ты относишься к своей собственной жизни так, как будто она недостойна божественного благословения?
Почему ты считаешь себя тем, кто должен довольствоваться крохами, когда я создал тебя для жатвы? Эти вопросы призваны не пристыдить тебя. Они призваны пробудить истину, которую ты забыл. Ты не ошибка. Ты не бремя. Ты не неудачник. Ты несешь мой завет, мое обетование, мое семя, мой вечный план. Но я должен спросить тебя о чем-то еще более глубоком. Почему ты держишься за вещи, которые ломают тебя? Почему ты остаешься связанным с отношениями, привычками, страхами и воспоминаниями, которые разрушают твой покой? Почему ты цепляешься за те самые бури, из которых я пытаюсь тебя вытащить? Почему ты возвращаешься к тем же эмоциональным могилам, где было похоронено твое прошлое? Не потому ли, что ты боишься неизвестного больше, чем страдания, которые ты уже понимаешь? Твое сердце настолько привыкло к страданию, что радость кажется чуждой, богатство невозможным, а чудо нереалистичным. Дитя мое, ответь мне честно в своем духе, когда в последний раз ты верил, искренне верил, что твоя жизнь может быть преображена? Ты взываешь о прорыве, но почему ты продолжаешь строить стены вокруг своего собственного сердца? Ты просишь финансового благословения, но почему позволяешь страху управлять своими решениями? Ты молишься об изобилии, но почему саботируешь двери, которые я пытаюсь открыть? Ты говоришь, что хочешь перемен, но почему ты в ужасе отпускаешь боль, которая стала твоей личностью? Ты не можешь принять новую судьбу, цепляясь за старое разрушение. А теперь я задаю тебе самый трудный вопрос из всех. Почему ты отталкивал меня? Не своими словами, а своим сомнением, своим нетерпением, своим неверием. Ты говоришь: «Боже, я доверяю тебе», но внутри шепчешь: «Ты снова подведешь меня». Ты молился устами, но сомневался сердцем. Ты поклонялся, тайно чувствуя себя забытым. Ты провозглашал веру, живя в тихом страхе, что я могу не спасти тебя вовремя. Дитя мое, это духовная нищета, которая душила твою судьбу. Ни деньги, ни обстоятельства, ни люди, но тихая война внутри твоего собственного сердца. И теперь, когда ты сталкиваешься с этими вопросами, я покажу тебе зеркало через историю, которую ты знаешь, но никогда по-настоящему не понимал. Чудо из Писания, которое несет тот же духовный паттерн, в котором ты живешь сейчас. Слушай внимательно. Это следующее откровение несет ключ, который соединит твое страдание с твоим будущим чудом. Помнишь вдову из Сарепты, женщину, у которой была только горстка муки и немного масла? Она жила посреди голода, такого сильного, что все вокруг нее умирало. Ее деньги иссякли. Ее ресурсы закончились. Ее надежда была похоронена под тяжестью голода и страданий. У нее был сын, которого нужно было кормить, но недостаточно, чтобы выжить. Она готовила свою последнюю трапезу, готовая сдаться смерти, веря, что ее судьба достигла неизбежного конца. Она не видела ни благословения, ни двери, ни ключа, ни обетования. И тогда я послал к ней моего пророка Илию. Не для того, чтобы дать ей еды, не для того, чтобы утешить ее, но чтобы задать ей трудный вопрос. Вопрос, который разоблачит ее веру и испытает ее душу. «Дитя, почему ты готовишься умереть, когда у меня еще есть планы на твою жизнь? Почему ты сдаешься, когда я уже объявил твой урожай? Почему ты видишь только голод, когда я приготовил изобилие?» Эта вдова, сломленная, усталая, опустошенная, задавала те же вопросы, которые ты задаешь мне сегодня. Почему Бог выбрал меня? Почему сейчас? Почему посреди моего отчаяния? Почему, когда у меня ничего не осталось, что можно было бы отдать? Но чего она не знала, так это того, что ее чудо было скрыто внутри послушания, внутри капитуляции,
внутри божественной тайны, которой ее никогда не учили. И когда она предложила то немногое, что у нее было, когда она осмелилась довериться моему завету вместо своих обстоятельств, когда она выбрала веру, а не страх, и ее кувшин больше никогда не пустел. Ее масло никогда не иссякало. Ее судьба, некогда приговоренная к смерти, вступила в сверхъестественное изобилие. Дитя мое, ты видишь себя в ней? Узнаешь ли ты голод в своем собственном сердце? Отчаяние в своих финансах? Боль в своем духе? Страх в своей душе? Понимаешь ли ты теперь, почему я задаю эти болезненные вопросы? Потому что ты тоже стоишь на краю чуда, но готовился умереть эмоционально, духовно, финансово. Я спрашиваю тебя снова, почему ты отказываешься от будущего, которое я уже написал? Почему ты отдаешь свое наследие? Почему ты позволяешь страданию диктовать твою ценность? Почему ты принимаешь разрушение как свою судьбу? Ты не таков. И чудо, которое я готовлю для тебя, откроет истину. Но есть еще кое-что. Гораздо больше. Потому что откровение в следующей части не только ответит на эти вопросы, а оно разоблачит истинную причину того, почему твой прорыв был отложен. И как только эта тайна будет раскрыта, твое преображение начнется. Дитя мое, теперь, когда твоему сердцу было брошено испытание, а твой дух раскрыт истиной вопросов, которые я задал, я должен повести тебя к откровению, которое может принять только избранный сосуд. То, чем я собираюсь поделиться, не для всех. Оно для тех, кто стоит между двумя судьбами, двумя путями, двумя дверями. И сегодня ты стоишь именно там, между разрушением и преображением, между бурей и жатвой, между страхом и верой, между потерей всего и вступлением в сверхъестественное богатство. Но чтобы перейти в завет, который я приготовил для тебя, ты должен столкнуться с моральной дилеммой, духовным перекрестком, который потребует мужества от твоего сердца. Прежде чем твое чудо сможет проявиться, ты должен понять тайну, которую мало кто когда-либо открывает. Я не буду скрывать ее от тебя, ибо ты слушаешь с искренностью, которая трогает мой вечный дух. Но это знание не нежно. Оно режет. Оно потрясает. Оно разделяет. Оно откроет тебе, почему благословение так долго шло и почему изобилие, которое я обещал тебе, было отложено, но не отменено. То, что я открываю сейчас, это скрытый механизм твоего страдания и ключ, который открывает дверь к судьбе, ожидающей на другой стороне. Дитя мое, ты живешь в цикле, созданном одним единственным духовным конфликтом. Ты желаешь моего благословения, но также цепляешься за те самые вещи, которые саботируют твое наследие. Это твоя моральная дилемма. Ты молишься о божественном чуде, но сохраняешь привычки, отношения, страхи и мысли, которые противоречат завету, в который, как ты говоришь, хочешь войти. Ты взываешь о богатстве, но принимаешь менталитет бедности. Ты просишь преображения, но сопротивляешься отпустить ту версию себя, которая продолжает притягивать разрушение. Ты стоишь передо мной, говоря: «Боже, открой дверь», но отказываешься сбросить тяжести, которые мешают тебе пройти через нее. И вот истина, с которой ты не хотел сталкиваться: я не могу поместить изобилие в руки, которые все еще держатся за страдания. Я не могу дать тебе урожай, если ты отказываешься высвободить семя послушания. Я не могу благословить то, что ты отказываешься изменить. Это духовный закон, божественный порядок, который я установил с момента сотворения. Где нет капитуляции, там нет чуда. Где нет преображения, там не может быть богатства. Где сердце остается разделенным, судьба остается запертой. Я наблюдал за тобой годами, стоящим между этими двумя реальностями. Ты хочешь радости, но питаешь свое сердце воспоминаниями, которые отравляют тебя.
Ты хочешь покоя, но держишь двери открытыми для людей, которые ранят тебя. Ты хочешь обеспечения, но произносишь слова нужды. Ты хочешь изобилия, но ожидаешь потери. Ты хочешь божественного благословения, но доверяешь страху больше, чем вере. Дитя мое, это духовное противоречие и скрытая тайна, которая истощала твою силу и откладывала мое обетование. Это невидимая цепь, которая привязывает тебя к буре. И теперь я спрашиваю тебя с божественной властью, как долго ты будешь оставаться разделенным? Как долго ты будешь просить о судьбе, живя в мышлении, которое разрушает ее? Как долго ты будешь молиться о чуде, саботируя ту самую дверь, которую я пытаюсь открыть? Эти вопросы не наказание, это подготовка. Потому что то, что я открою дальше, преобразит все, но только если твое сердце готово принять истину. Позволь мне вернуть тебя к вдове из Сарепты. Она столкнулась с той же дилеммой, что и ты сейчас. Должна ли она доверять тому, что видели ее глаза, пустоте, страданию, нужде, или довериться божественному голосу, просящему ее отдать то немногое, что у нее было? Должна ли она цепляться за последнюю трапезу, которая представляла ее старую жизнь, или отдать ее, чтобы получить доступ к завету сверхъестественного изобилия? Ее физическая реальность кричала о нищете, но мое обетование шептало о богатстве. Ее страх требовал самосохранения, но моя заповедь призывала ее к вере. Она стояла именно там, где стоишь ты сейчас, между разрушением и судьбой, между нуждой и жатвой. Моральная дилемма была простой, но болезненной – отдать то, что она не могла позволить себе отдать, чтобы получить то, что она не могла себе представить. И к мое дитя, я сейчас кладу то же самое откровение перед тобой. Чудо, которое ты ищешь, богатство, которое желаешь, благословение, о котором молился, они не утаены от тебя. Они ждут одного момента, твоей капитуляции, предания себя. Момента, когда ты выбираешь веру вместо страха, послушание вместо колебаний, истину вместо комфорта, преображение вместо застоя. Ты несешь божественное наследие, но наследие требует сонастройки, а сонастройка требует жертвы. И вот привилегированное знание, которое я даю тебе, истина, скрытая от многих, но явленная избранным. В каждый период страданий враг пытается скрыть от тебя твою духовную личность. Он пытается убедить тебя, что ты бессилен, незначителен, забыт. Он пытается убедить тебя, что ты жертва обстоятельств, а не сосуд божественной славы. Но я говорю тебе сейчас с вечной уверенностью, враг боится тебя, потому что ты несешь обещания, которые он не может стереть. Он борется с тобой, потому что видит богатство, предназначенное твоей судьбе. Он атакует тебя, потому что знает, как только ты откроешь ключ предания себя, дверь, которую он пытался закрыть, распахнется. Секрет вот в чем: изобилие не приходит, когда меняются обстоятельства, изобилие приходит, когда меняется сердце. Богатство рождается не из возможностей, оно рождается из послушания. Чудеса приходят не потому, что ты в отчаянии, они приходят, потому что ты сонастроен. И когда вдова сонастроила свои действия с моим наставлением, я умножил то, что она отдала. И ее послушание стало семенем ее вечного обеспечения. Ее вера стала дверью к ее преображению. Ее доверие стало ключом, который отпер благословение, необходимое ей для выживания. И теперь, мое дитя, я предвещаю нечто мощное, что вот-вот развернется в твоей собственной жизни. Вскоре ты столкнешься с моментом, простым, тихим, личным решением, которое определит, выйдешь ли ты в свой божественный урожай или останешься прикованным к бедности своего прошлого. Этот момент не будет выглядеть драматично для мира, но в духовном царстве он будет осью, на которой повернется твоя судьба. То, что ты выберешь в этот момент, определит,
Прекратится ли разрушение или продолжится? Откроется ли дверь или останется закрытой? Проявится ли обещание или останется отложенным? Вознесется ли твое сердце в изобилие или снова погрузится в страдания? Но я не оставлю тебя одного в этом. В следующей части я покажу тебе благословение, обещание и божественное изобилие, ожидающие тебя по другую сторону этого преображения. То, что я открою дальше, зажжет твой дух уверенностью. Жатва ближе, чем ты думаешь. Оставайся со мной. Следующие слова изменят всю твою суть, мое дитя. Теперь, когда ты прошел через долину самопротивостояния и встретился с тайными истинами, скрытыми в твоем сердце, я готов излить на тебя божественные благословения, которые ждали за завесой твоих страданий. Открой свой дух сейчас, ибо то, что я говорю, не поэтично, не символично, не образно. Это вечные указы, сверхъестественные утверждения, святые обещания, произнесенные прямо из уст Бога в самое ядро твоей судьбы. Ты выдержал достаточно бурь. Ты нес достаточно тяжести. Ты пролил достаточно слез. Теперь небеса склоняются над твоей жизнью, потому что пришло время завету изобилия почить на тебе. Слушай внимательно. Ты вступаешь в период, когда мое благословение станет безошибочным. Оно не будет шептать, оно будет греметь. Оно не будет капать, оно будет переполняться. Страдание, которое однажды сдавило твое сердце, будет заменено изобилием настолько неожиданным, что ты оглянешься назад и удивишься, как ты вообще выжил без него. Я не просто обещаю утешение, я обещаю преображение. Я не просто предлагаю стабильность, я предлагаю богатство. Я не просто восстанавливаю разбитые части твоей личности, я утверждаю тебя как сосуд божественного наследия, отмеченный сверхъестественной благосклонностью и вечным обеспечением. Мое дитя, я объявляю над твоей жизнью, что тот же Бог, который наполнил кувшин вдовы, наполнит твою жизнь елеем изобилия. Тот же Бог, который умножил хлебы в руках учеников, умножит ресурсы в твоих руках. Тот же Бог, который открыл Красное море, откроет каждую дверь, которая была закрыта перед твоим лицом. Тот же Бог, который воскресил Лазаря, воскресит мечты, возможности и отношения, которые враг пытался похоронить. Каждое данное мной обещание живо. Каждый провозглашенный мной завет активен. Каждое благословение, сонастроенное с твоей судьбой, высвобождается в этот самый момент. Ты должен понять, что я благословляю тебя не потому, что ты это заслужил, я благословляю тебя, потому что я избрал тебя. Ты мое. Дитя, мой сосуд, мое творение, носитель моей судьбы. Это не случайная милость, это священное наследие. Я сформировал тебя с целью, и никакое разрушение, страдание или бедность не могут стереть то, что я написал. Каждая пролитая тобой слеза поливала землю для твоего урожая. Каждая молитва, которую ты шептал, сажала семя в почву сверхъестественного. Каждый момент, когда ты отказывался сломаться, становился основанием для богатства, которое я помещаю в твое будущее. Я сейчас покрываю твою жизнь божественными обещаниями, и ты должен принять их с верой. Я объявляю, что твои финансы изменятся. Немедленно, не в конечном итоге, но внезапно. Двери, которые были заперты, откроются. Контракты, которые были отложены, будут выпущены. Появятся люди, которым поручено благословить тебя. Долги растворятся под тяжестью моего обеспечения. Возможности найдут тебя, потому что моя рука лежит на твоем имени. Ты больше не будешь ходить в циклах потерь, но в циклах приумножения. Я объявляю, что твое сердце исцелится. Раны, которые тихо кровоточили, закроются. Предательства, которые сломили твой дух, потеряют свою силу.
Страх, который контролировал твои решения, испарится в свете моего откровения. Я даю тебе новое сердце, наполненное мужеством, наполненное ясностью, наполненное силой, наполненное вечной радостью. Твои эмоциональные бури больше не будут определять тебя. Мир опустится на твою жизнь, как святая мантия. Я объявляю, что твой дух восстанет. Вера, которую ты считал потерянной, вернется с силой. Надежда, которую ты похоронил, воскреснет. Власть, о которой ты забыл, будет восстановлена. Я создал тебя не для того, чтобы ты жил, дрожа в тенях. Я создал тебя, чтобы ты ходил в божественной власти избранного наследника. Ты несешь мое дыхание. Ты несешь мое обещание. Ты несешь мое царство внутри себя. И теперь я говорю тебе нечто, что потрясет твое полное восприятие будущего. Твоя жизнь вот-вот войдет в период сверхъестественного ускорения. Вещи, которые годами находились в застое, изменятся за дни. Молитвы, которые казались безответными, внезапно проявятся. Двери, которые, как ты думал, закрыты навсегда, откроются шире, чем ты себе представлял. Ты поймешь, что я никогда не откладывал твое чудо, я готовил тебя к нему. Ты не ждал благословения, благословение ждало, пока ты созреешь для сонастройки с ним. Мое дитя, это не вдохновляющее послание. Это пророческое объявление о твоем божественном преображении. Ты выходишь из пепла своего прошлого и вступаешь в завет изобилия, который я предназначил для тебя. Ты выходишь из страха и вступаешь в свое наследие. Ты выходишь из тени страданий и в свет сверхъестественного богатства. Ты выходишь из эмоциональной смерти и вступаешь в вечный поток моего благословения. Но услышь меня сейчас, ибо это важно. Благословение активируется верой, а вера активируется провозглашением. Мне нужно, чтобы ты проговорил то, во что веришь. Мне нужно, чтобы ты потребовал то, что я высвобождаю. Мне нужно, чтобы ты вступил в согласие с судьбой, о которой я говорил. И чтобы это произошло, я хочу, чтобы ты прокомментировал прямо сейчас, не для внимания, не для видимости, не для одобрения, но как знак в духовном царстве того, что твое сердце сонастроилось с моим обещанием. Напиши эти слова в комментариях. Я принимаю мое божественное преображение. Это больше, чем предложение. Это духовная подпись. Это заветное провозглашение. Это акт веры, который прорывает атмосферу и сигнализирует небесам, что ты готов. Когда ты комментируешь эти слова, ты вступаешь в то же послушание, которое отперло чудо вдовы. Ты сажаешь семя веры, которое вернется к тебе как урожай изобилия. Не колебайся. Не обдумывай слишком много. Не сомневайся. Комментируй с уверенностью, с убеждением, с огнем того, кто знает, что его судьба изменилась. Ибо, когда ты произнесешь эти слова, благословение, которое я изливаю в твою жизнь, пустит корни и начнет свое сверхъестественное расширение. Теперь приготовься, потому что в следующей части я проведу тебя в святой момент молитвы, тот, который запечатает твое преображение и соединит твою жизнь напрямую с чудом, ожидающим по ту сторону этого откровения. Мое дитя, теперь, когда твое сердце открылось и твой дух вошел в сонастройку с моими обещаниями, я приглашаю тебя в момент, который не является обычным, не является случайным, не является рутинным. Это не простая молитва. Это святая сделка, сверхъестественный обмен между небесами и твоей судьбой. То, во что ты вот-вот вступишь, это исполнение всего, к чему я готовил тебя на протяжении всего этого послания. Ты прошел через долину страданий, через бурю внутреннего противостояния, через моральную дилемму капитуляции, через откровение о вдове из Сарепты, и теперь ты стоишь предо мной на пороге божественного изобилия. Эта молитва активирует завет,
который я провозгласил над твоей жизнью. Она запечатает благословение, которое я приготовил, укрепит слабую веру, откроет закрытую дверь и высвободит отложенное чудо. Ты должен принимать каждое слово так, как если бы я сам вдыхал их в твое сердце. Ибо я говорю не в твои уши, я говорю прямо в твою судьбу. Закрой глаза в своем духе. Открой дверь своего сердца. Позволь атмосфере измениться вокруг тебя. Позволь моему вечному присутствию окружить тебя, как мантией света. Теперь слушай меня, как я молюсь над твоей жизнью. Мое возлюбленное дитя, я провозглашаю над тобой свое божественное покровительство. Я объявляю, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Килии и вдовы из Сарепты, возлагает свою святую руку на твою жизнь прямо сейчас. Я говорю в каждое место, куда пыталось проникнуть разрушение, и повелеваю ему уйти. Я говорю каждому семени страданий, посеянному врагом, и искореняю его властью моего имени. Я говорю каждой духовной цепи, которая привязывала тебя к бедности, страху или отчаянию, и разрываю ее сверхъестественной силой. Ничто, что было предназначено для твоего разрушения, не останется активным после этой молитвы. Ничто, что было задумано, чтобы заблокировать твое благословение, не выдержит моего присутствия. Ибо я – Бог, который ломает лук нечестивых. Я – Бог, который сокрушает цепи угнетения. Я – Бог, который поднимает своих детей из праха и сажает их среди князей. Я – Бог, который обещает богатство тем, кто доверяет моему завету, изобилие тем, кто ходит моими путями, и вечное наследие тем, кто полностью предает свои сердца. Мое дитя, услышь меня, когда я говорю жизнь в тебя. Я вдыхаю в каждое сухое место твоего сердца. Я вдыхаю в каждую оставленную мечту, каждую разбитую надежду, каждое подавленное желание, которое ты похоронил под разочарованием. Я вдыхаю в твою судьбу то же сверхъестественное дыхание, которое воскресило Лазаря из могилы. Ибо тот же дух, который воскресил моего сына из гробницы, теперь движется над твоим духом, воскрешая все, что враг пытался убить. Я напоминаю тебе о вдове из Сарепты, чей кувшин никогда не опустошался, потому что она доверяла моему наставлению. Ее чудо было не в муке, а оно было в послушании. Ее изобилие было не в ее силе, а оно было в ее преданности. И теперь я применяю тот же принцип к твоей жизни. Я объявляю, что по мере того, как ты предаешь мне свои страхи, свои сомнения, свои привычки, свои колебания и свои заботы, я умножу то, что останется. Я возьму то немногое, что у тебя есть, и превращу это в изобилие, настолько неожиданное, что окружающие тебя будут поражены. Ибо мой завет – это не завет скудости, а завет переполнения. Мое обещание не еле достаточно, а более чем достаточно. Теперь прими это, мое дитя, я помазываю твое сердце мужеством. Я помазываю твой разум ясностью. Я помазываю твои руки благосклонностью. Я помазываю твой дом миром. Я помазываю твои финансы божественным ускорением. Я помазываю твои отношения восстановлением. Я помазываю твой путь сверхъестественной сонастройкой. Все, что связано с твоей жизнью, начнет меняться. Каждая область, которая казалась застойной, начнет двигаться. Каждая дверь, которая была заперта, откроется. Каждое удерживаемое благословение потечет. Ты вступаешь в период, когда мое изобилие не будет казаться далеким или теоретическим. Оно станет личным, видимым и неоспоримым. Я провозглашаю Псалом 23 над твоим духом: «Господь, твой пастырь, ты ни в чем не будешь нуждаться». Ни духовно, ни эмоционально, ни финансово,
Ты не будешь испытывать недостатка ни в чем, ибо я – Бог, который обеспечивает. Я провозглашаю Исайю 61 над твоим сердцем. Я даю тебе красоту вместо пепла, елей радости вместо плача, одежду хвалы вместо унылого духа. Ты не будешь ходить, облаченный в печаль, ты будешь ходить, облаченный в славу. Я провозглашаю Второзаконие 28 над твоей судьбой. Ты благословен в городе и благословен на поле, благословен, когда входишь, и благословен, когда выходишь. Благословения настигнут тебя, потому что моя рука лежит на твоей жизни. И теперь я провозглашаю Малахию 3 в твои финансы. Я открою окна небесные и залью благословение, которое ты не сможешь вместить. Я запрещу пожирателю ради тебя. Я защищу твой урожай. Я сохраню семя твоего будущего. Ты слишком долго страдал под тяжестью финансового гнета. Сегодня это ярмо ломается. Мое дитя, прими эту следующую часть со всей силой своей веры, ибо это самый глубокий уровень этой молитвы. Я сонастраиваю твое сердце судьбой, которую я написал для тебя до основания Вселенной. Я настраиваю твое мышление, чтобы оно соответствовало повестке небес. Я синхронизирую твои выборы с моим планом. Ты больше не будешь ходить в замешательстве. Ты больше не будешь иметь двойного разума. Ты больше не будешь саботировать свое собственное благословение. Я помещаю в тебя сверхъестественное убеждение, святую проницательность и божественную зрелость, которые будут вести тебя через каждое решение. Враг пытался ослепить тебя, но я восстанавливаю твое зрение. Враг пытался заставить тебя замолчать, но я восстанавливаю твой голос. Враг пытался ослабить тебя, но я восстанавливаю твою силу. Ты больше не жертва обстоятельств. Ты наследник царя. И поскольку ты мой, все, что с тобой связано, должно подняться, должно процветать, должно умножаться. Теперь я поднимаю свою руку над твоим домом и провозглашаю защиту. Я повелеваю всякому духу страха удалиться. Я повелеваю всякой атмосфере стресса, тьмы или замешательства раствориться. Я повелеваю миру наполнить каждый угол. Твой дом – не поле битвы, это святилище. Это не место нестабильности, это место завета. Теперь я благословляю твое будущее. Путь впереди не будет похож на дорогу позади. Ты не возвращаешься к своим старым циклам. Ты не повторяешь своих прошлых ошибок. Ты не возвращаешься к прежним разрушениям. Я закрыл ту главу божественной властью. Новая история начинается сейчас. История изобилия. История восстановления. История сверхъестественного богатства. История преображения настолько святого, настолько глубокого, настолько безошибочного, что даже враг будет дрожать при виде того, что я совершаю через твою жизнь. И теперь я провозглашаю этот окончательный указ, печати этой молитвы, исполнение установки, которую я открыл в части 3. Поскольку кувшин вдовы не иссяк, твоя жизнь не иссякнет. Ее послушание создало ее чудо, а твоя сонастройка создаст твое. Ее предание принесло изобилие, а твоя вера принесет преображение. Ее малое стало безграничным, и твое будущее станет живым свидетельством того, что Бог может сделать сердцем, которое, наконец, Ему доверяет. Мое дитя, все, что ты потерял, будет восстановлено. Все, чего ты боялся, будет покорено. Все, о чем ты молился, будет отвечено. Не твоей силой, но моим заветом. Не твоими ресурсами, но моим вечным изобилием. Не случайно, но по божественному замыслу. Эта молитва завершена. Но ее сила продолжится. Ты почувствуешь это в своем сердце. Ты ощутишь это в своем духе. Ты увидишь это в своей жизни. Приготовься.
Твое чудо началось. Мое дитя, ты достиг конца этого священного послания, но не конца того, что я совершаю в твоей жизни. То, что здесь развернулось, было не развлечением, не совпадением, не просто еще одним проходящим моментом. Это было божественное назначение, сверхъестественное посещение посреди твоей бури, святое вмешательство в той самой главе, где разрушение пыталось замкнуться над тобой. Если твое сердце чувствует себя иначе, если твой дух чувствует себя легче, если твои глаза кажутся открытыми, это потому, что я говорил прямо в ядро твоей судьбы. И теперь, когда это послание подходит к концу, я запечатаю все внутри тебя, чтобы ничто, посланное врагом, не могло искоренить то, что было посажено. Ты должен понять нечто важное. То, что произошло здесь, это только начало твоего преображения. Одна молитва может сдвинуть атмосферу, но постоянная вера поддержит урожай. Ты вступаешь в новый сезон, на новый путь, в новое измерение изобилия. Но изобилие не растет в изоляции, оно растет в сонастройке. В сонастройке с моим словом, с моим присутствием, с моим наставлением. И эта сонастройка потребует от тебя оставаться на связи, продолжать проходить через откровения и учения, которые я буду приносить в каждом новом послании. Твой духовный рост – это не один момент, это путешествие, заветное путешествие, которое ведет тебя от недостатка к богатству, от страха к мужеству, от разрушения к божественному наследию. Прежде чем покинуть этот момент, мне нужно, чтобы ты глубоко задумался. Чувствуешь ли ты сдвиг внутри себя? Чувствуешь ли, как меняется атмосфера вокруг тебя? Признаешь ли ты, что нечто сверхъестественное было активировано? Это не случайно, что тяжесть, которую ты нес в начале этого послания, больше не душит твое сердце. Это не случайно, что замешательство, которое затуманивало твой разум, начало рассеиваться. Это не случайно, что страх, сжимавший твой дух, ослаб. Вот что происходит, когда мое присутствие входит в момент. Тьма теряет свою власть. Цепи теряют свою хватку. Двери начинают открываться. Ключи начинают появляться. Благословения начинают течь. Ты не можешь вернуться к жизни, которая была у тебя до этого послания. Ты не можешь продолжать жить с тем же мышлением, теми же привычками, той же духовной позицией. Та старая версия тебя, та, что застряла в циклах беспокойства, бедности, эмоционального истощения и молчаливой боли, сделала свой последний вдох. Я говорю это с вечной уверенностью: старое прошло и новое началось. Ты будешь ходить с обновленной личностью и преображенным сердцем. Ты будешь ходить с властью того, кто знает, что он избран, того, кто знает, что он несет божественное обещание, того, кто знает, что принадлежит Святому Завету изобилия. Мое дитя, ты должен теперь закрепить себя в начавшемся преображении. Враг попытается нашептывать сомнения, но ты должен заглушить его верой. Он попытается воскресить старые страхи, но ты должен противостоять ему истиной. Он попытается вновь открыть старые двери страданий, но ты должен твердо пройти через новую дверь, которую я открыл для тебя. И ты не будешь идти один. Я буду вести тебя. Я буду укреплять тебя. Я буду говорить тебе через каждое слово, каждую молитву, каждое откровение, высвобождаемое в каждом новом послании. Вот почему я призываю вас к действию сейчас. Божественному действию, которое приводит ваше сердце в соответствие с изобилием, уготованным для вас. Я хочу, чтобы вы прокомментировали еще раз, как печать, как публичное заявление в духовном мире о том, что вы вступаете в свой новый сезон. Напишите слова «Я вступаю в свое божественное изобилие». Эти слова не просто предложения, это указ, подпись завета, духовный якорь. Когда вы их пишете, атмосфера вокруг вас меняется, потому что ваше сердце провозглашает соответствие чуду, которое уже в движении.
И я также прошу вас подписаться не как случайный жест, а как акт связи. Каждое сообщение, которое я посылаю через этот канал, является частью вашего пути. Вы не должны получить одно откровение и исчезнуть обратно в тени. Вы призваны расти, восходить, расширяться, ходить в полноте судьбы, которую я создал для вас. Каждое видео – это продолжение моего голоса в вашей жизни, каждое сообщение – шаг глубже в ваше наследие, каждое учение – ключ, открывающий новую дверь благословения. Подписка – это не цифровой акт, это духовное обязательство. Это ваш способ сказать: «Я не буду ходить в одиночестве. Я не вернусь к тому, кем я был. Я останусь на связи с источником, который Бог использует для преобразования моей жизни». Как вдова из Сарепты оставалась на связи с пророком и видела, как ее чудо разворачивается день за днем, так и вы должны оставаться на связи с голосом, который ведет вас к вашему изобилию. Этот момент священен. Закрытие главы, но не конец истории. Я хочу, чтобы вы глубоко вздохнули и почувствовали мое присутствие, покоящееся на вас, как мантия мира. Все, что вы слышали, все, что вы чувствовали, все, что шевелилось в вашем сердце, это семена, посаженные в плодородную почву. Семена, которые станут урожаем богатства, исцеления и сверхъестественного преображения. Мое благословение не покинет вас, когда это видео закончится. Мое благословение сопровождает вас в следующий час, следующий день, следующий сезон. Вы не тот же человек, который начал это сообщение. Вы прошли через откровение. Вы встретились с истиной. Вы получили обещание. Вы предстали предо мной в смирении. И теперь вы стоите, облаченные в судьбу. Примите это. Не преуменьшайте это. Не сомневайтесь в этом. Вы вступаете в священную главу, отмеченную божественным изобилием и вечной целью. Поскольку это сообщение подходит к концу, помните, я с вами. Я веду вас. Я открываю для вас двери. Я готовлю для вас благословение. Я формирую ваше будущее. И я буду продолжать говорить с вами через следующее сообщение, следующее учение, следующее божественное откровение. Ибо ваше путешествие не заканчивается. Оно расширяется. Теперь иди, дитя мое. Ходи в вере. Ходи в уверенности. Ходи в уверенности, что твое чудо началось. И прежде чем уйти, напиши свое провозглашение в комментариях. Я вступаю в свое божественное изобилие. И подпишись, чтобы продолжать получать каждое откровение, которое является частью твоего божественного преображения. Ваша история только.